Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич, и сегодня встреча, которая не могла в преддверии отопительного зимнего сезона не состояться. У нас в гостях в студии сегодня Евгений Геннадьевич Гашо, доктор технических наук, профессор Московского энергетического института. Евгений Геннадьевич, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Я даже не знаю, за какую тему браться, потому что, с одной стороны, у нас начало осени – это традиционное время для проведения сразу нескольких форумов, касающихся энергетики. И это субъективные вещи, объективные – то, что действительно отопительный сезон уже начал шагать по просторам России, начиная с севера, где уже отопительный сезон точно начался, уже батареи теплые, ну, по крайней мере, должны быть теплые. И мы уже выслушиваем рассказы о том, как все здорово подготовились к отопительному сезону. Вот с чего начнем? Был Восточный экономический форум, была территория энергетического диалога, была Российская энергетическая неделя. Вот, за что беремся? Тут действительно, Борис Ильич, сложно понять действительно, за что взяться, но взяться надо за самое главное, за тепло и свет в наших домах. И я думаю, что немало людей, пострадавших в прошлую зиму, да, кстати сказать, и лето, да, тоже с ужасом, в общем-то, по большому счету, с тревогой ждут следующего отопительного сезона, который уже начался на Янмаре, в Якутске, в Воркуте, в Хатанге, значит, не говоря уж в Сабетте, да, в Улан-Удэ он уже начался, там, и так далее, и так далее. Там все уже давно началось, и в Чите, скорее всего, в Благовещенске, если не началось, то начинается. Поэтому, конечно, вопрос очень серьезный. Вопрос ответственный. Мы с вами в прошлый раз к этому возвращались, да, там 30 тысяч просмотров. Еще там возвращались к этому 60 тысяч просмотров на передаче, которая была в другом месте. 30 плюс 60 – 90. Ну, мне кажется, чем глубже мы погружаемся в отопительный сезон, тем больше просмотров. Обычно про энергетику, тем более про тепловую энергетику, летом вспоминать нам и так хорошо. Ну, это да, но с другой стороны, это ответственность. Ведь, грубо говоря, 90 тысяч человек ждут от нас, может быть, не решения, а ответов на какой-то вопрос. И мало критиковать, мало того, что ну вот вы все умные, тут сидите, знаете, рассказываете, а что вас не слушают, а почему это не используется, а где ваши наработки, а где практическое применение того, что вы делаете. Поэтому это вот. И сейчас надо сказать, по большому счету, что лед тронулся. По большому счету лед тронулся, и действительно этот тренд, Российская энергетическая неделя, да, и ряд событий вокруг него показали, что, значит, в целом, как бы, и общество, ощутившее на себе, да, ситуацию с энергодефицитом и ситуацию, которая, ну, как бы вызывает тревогу, заставило задуматься об этом властные структуры разных уровней, хотя очень многие губернаторы и мэры всегда знали, что главное испытание для них – это прохождение отопительного сезона, особенно как бы так, в восточней Перми, скажем так, да. Восточнее и севернее Перми, конечно, там есть тревога, и, естественно, мы, понимая, зная, анализируя в том числе документы, схемы теплоснабжения, понимаем, что это тоже есть предмет для тревоги. Есть. Но ситуация изменилась, и, скажем, уже меньше лозунгов звучало и сказок про энергетический рынок, да, на Рейне. Я бы назвал этот переход от галлюцинаций к фэнтези. То есть еще раньше были какие-то идеи у нас, да, совершенно такого свободного рынка всего, который все расставит на местах. Сейчас уже эти слова редко говорятся, особенно на северах уже там понятно, что слово «рынок» при минус 44 рынок электроэнергии и тепла почему-то не работает. Ну, так бывает с рынком. Ну, на самом деле, фэнтези мы слышали весной, когда мы вышли из отопительного сезона, тогда шли тексты о каких-то там невероятных триллионах, которые будут выливать в сферу ЖКХ, причем не проводя техаудита, просто вливаем и вливаем, и сразу после этого наступает хорошо. Сейчас вот этот разговор о том, что все непременно то ли 20 триллионов, то ли 30 триллионов мы куда-то там вольем, они вроде прекратились. А что касается вот того, что такое энергетика в самой северной стране планеты, мне кажется, на ВЭФе очень хорошо высказался руководитель Якутии А.С.Н. Николаев, который вслух с высокой трибуны напомнил, что при минус 60 проблемы электропередачи – это даже не вопрос жизненного благополучия, это просто смерть. Вот, мне кажется, что вот идея, которая вроде на поверхности у нас в России, в самой холодной стране мира,
энергетика – это не про бизнес, это система жизнеобеспечения. Если мы хотим рыночные правила вводить в энергетику, ну, с таким же успехом мы их можем внедрить в систему МЧС. У меня горит сарай, я быстренько провожу тендер, какая из пожарных команд предложит наиболее выгодные условия, там, желательно со срочным платежом, а у меня в ответ выясняют, а что у вас в сарае стояло. Машина... Застрахована ли, да, у какой страховой компании застрахована, да, на какой валюте, да, значит, и что так у далее, вас там, да. дрова или машина, Да, потому да, что да, дрова да. мы потушим за 10 тысяч рублей, а с машины только за 50 начнем разговор. Вот. Приблизительно идентично, ну, мне так всегда казалось. И это лето наглядно доказало, что, в общем-то, на юге у нас дефицит, на Дальнем Востоке, в Преамурье, так скажем, у нас просто блэкаут, потому что сети оказались не готовы, перестраховаться невозможно, потому что как с советских времен было, так вот мы немножко подремонтировали, подмодернизировали, но как и была одноцепная линия, так она и осталась. И если она одна вышла из строя, то блэкаут во всем регионе. Вот. Действительно. Значит, вот разговоры о модели солидарной энергетики, мы их помним, мы их начинали где-то еще в аналитическом центре вместе с коллегами около 10 лет назад. И вот 24 год – это год 3 грустных юбилеев. 3 грустных юбилеев. В 2014 году, значит, как раз в аналитическом центре при правительстве Российской Федерации вместе с коллегами, с большим кругом экспертов, мы собрали комплекс мероприятий по модернизации теплоснабжения. Тогда, значит, нас уверяли специалисты Минэнерго, что это все будет использовано, что это войдет в госпрограмму развития модернизации, развития энергоэффективности и развития энергетики, что это будет компонентом госпрограммы. Помните, уважаемые коллеги, как вы нас это уверяли нас в этом? Было собрано около 60 предложений, из них 40 являлись ядром согласия. Подчеркиваю, ядром согласия со стороны бизнеса, теплового бизнеса, да, со стороны экспертов, со стороны городских сумасшедших, экологов, чиновников и мэров. 40 ядро согласия, они были компонентные. И мы разделили их на 4 группы. Это не деньги, 4 группы. Правила игры, схемы, анализ ситуации, да, работа с потребителем и немножко там про деньги. 4 крупных блока, по 15 примерно предложений. Нам стало интересно, что они все включают. Ничего не решат деньги без того, что ты не навел порядок, и ты не работаешь с потребителем, у тебя нет нормальной схемы теплоснабжения. Ничего не решат деньги. А если триллион? Все равно не решат? Ну вот, значит, ответственные товарищи из Минэнерго с 24-25 этажа использовали наши предложения, наверное, повесив на гвоздик, либо там вот хорошо поставить сковородку, наверное, толстую хорошо поставить на эти предложения. Оттуда было выморано под давлением бизнеса на салфетке записанные у каких-то иностранных имбецильных, значит, экспертов была записана так называемая альтернативная котельная, и она стала единственным механизмом, который вот, значит, был включен в это. Подчеркиваю, мы отдали комплект документов, абсолютно операциональный. Ведь правда, Минэнерго, правда ведь мы отдали комплект документов операциональный? 10 лет прошло. Заработала альтернативная котельная. Альтернативная котельная, привет. Хорошо у нас работала у тебя этой зимой в Новосибирске 2 порыва 800-ки. Здорово. Мы еще хотим другие регионы в это, соответственно, посвятить этому делу, да? Или уже регионы, которые наелись, это уже стонут, а можно ли назад? А им отвечают, а назад нельзя, механизма назад нету. У нас есть только механизм вперед. Очень грустный юбилей. Вам за него, друзья мои, которые пробивали это, слово «стыдно» для вас не существует, но как-то так вот, может быть, влом. Второй грустный юбилей. 10 лет как нет в НИП Энергопрома. Организации, которая осуществляла хоть какое-то энергетическое планирование, делала программы энергосбережения, занималась этим, да, и которая должна была вместо организации из 3 букв Российское энергетическое агентство заниматься энергосбережением по стране. Ну, как бы, простите, не очень политкорректно все звучит, но времени нету. На раскачку никакого времени уже нету. Ни 10 лет, ни 15 уже нету. Поэтому вот НИП Энергопрома тоже нет. Нам есть за что. Нам не стыдно за многие вещи. Мы сделали программу энергосбережения Москвы в 2009 году, которая полностью реализована. И которая дала Москве возможность за 10 лет
подключить 75 миллионов недвижимости без роста энергопотребления. Такое бывает, спросите? Такое было. Оно было реализовано, но эти резервы исчерпаны, их нет. Вот 2 грустных юбилея, которые показывают о том, что поляна стратегического планирования в энергетике отсутствует, она пуста. Теперь мы хотим ее быстренько так восстановить, на коленке собрать и, значит, вот там, соответственно, двинуться с кем, каким образом. Поэтому вопросы здесь не только мы вправе задавать вопросы наверх, мы вправе задавать вопросы как бы ко всему сообществу в целом. Насколько у нас есть готовые ответы, насколько мы, не просто говорим здесь с Борисом Леонидовичем, как уважаемым человеком, и размышляем об этом с тревогой. Да нет же. И, соответственно, Рен этот показал, последней российской аналитической неделе, что тревога плохо скрываемая тревога. И уже как бы все понимают, что ответов-то по большому счету никаких нет ни на стратегические вопросы, ни как быстро построить мощности, ни как найти новые резервы, ни как оценить ту ситуацию, в которой есть, ни как понять, какие пики вдруг приведут к аварийности и какая ситуация приведет к этому. А может просто поговорить с людьми по-человечески, не без этого новояза, не с этими, соответственно, мерзостями про социальную норму. Энергосбыты, вы еще думаете про социальную норму? Вы всерьез думаете, что в стране еще можно повысить энергию? Про перекрестку, в которой тоже прошло 10 лет. И вы что, вправду действительно думаете, что бизнес платит за людей? Может, поговорим по-серьезному, что перекресток 6 или 7 или 8. И на самом деле люди платят реально больше, чем, соответственно, они субсидируют бизнес, если иметь в виду главную перекрестку. И по теплу, по электрике и все остальное. Время разговора настало очень серьезное. Нет никаких ни 5, ни 10, ни 7, 8 лет. 22 год ситуацию сильно обострил, поэтому запрос на необходимые решения появился. И это главная ситуация момента. Слава богу, не было печали, известная птица в известное место. Еще один юбилей у нас, мы как-то не заметили. В 2008 году было завершено реформирование РАО ЕС России. 15 лет мы живем в условиях того, что сделала команда выдающегося энергетика современности Анатолия Борисовича Чубайса. Вот 1,5 десятка лет прошло. Напомню, что одна из самых главных целей этих реформ была то, что в генерацию придет крупный частный бизнес. У нас по результатам реформ появились естественные монополии, к которым отнесены Россети и Центральное диспетчерское управление, которое ныне называется системный оператор. А все остальные это не естественные, не монополии. Сбыт приватизирован, производство электроэнергии как бы приватизировано, и пришел крупный бизнес. И когда мы слышим на российской энергонеделе выступление одного из заместителей министра энергетики, который сообщает, что отрасль прожила 30 лет в условиях недофинансирования, у меня возникает когнитивный диссонанс. То есть как бы у нас прекрасная реформа, рынок, первая ценовая зона, вторая ценовая зона, оптовый рынок энергетических мощностей, рынок на сутки вперед, вот все красиво. Гарантирующие поставщики у нас есть во всех регионах и многое-многое другое. И 30 лет недофинансирования. А что ж такое? А как же так? Вот об этом почему-то, об этом юбилее, о том, что у нас 15 лет реформам, которые не дали того результата, ради которого они совершались, пока никто не говорит. Но, подводя итоги, их очень несложно подвести. У нас по состоянию на 1 января этого года общая установленная мощность всех наших электростанций в единой энергосистеме России и в объединенной энергосистеме Востока. На всякий случай напомню, что в России 2 энергосистемы, они не синхронизированы между собой. 250 гигаватт. Если посчитать, какова установленная мощность государственных компаний и компаний с государственным участием, то есть, если по установленной мощности сверху вниз Росгидро, Росэнергоатом, Интеррао, Газпромэнергохолдинг. В силу, вы коснулись 2022 года, у нас сейчас в государственном управлении находятся акции компаний Fortum, Enel Россия, Uniper, по-моему, кто-то еще. Росатом выкупил компанию Quadro. Вот если просто посчитать по процентам, то на день сегодняшний
доля установленной мощности, приходящейся на государственные компании и компании с государственным участием, превышает 70%. Контрольный пакет. И как в том анекдоте про верблюжонка в зоопарке, а зачем нам тогда вот это все? Вот это вот все. Ценовые зоны, рынки, сутки вперед, договора предоставления мощности 1, 2, 3, ВИИ. Вот это нам зачем все? У вас есть ответ на этот вопрос? Ну, ответ он есть, ну как в анекдоте. А скажите, как у вас дела? Можно ли ругаться матом? Нет, ругаться матом нельзя, это вырежем. Ну, тогда у нас все хорошо. Вот, поэтому, но если говорить серьезно, то, ну, конечно, ну, зато хорошо вот показали все результативность реформ, она хорошо показана. Новосибирск, аварии декабря, значит, Электросталь и Химки, и Подольск и Балашиха, январь, вот все замечательно. Теперь Московская область мучительным образом там ищет резервы, а можно спросить, а есть ли вопрос к той фирме, которая разрабатывала схему теплоснабжения Московской области оптом, все 70? Может, да, причем так, оптом, не глядя, все схемы, которые не анализируют ничего. А вот если сейчас говорить о чем-то, о наведении порядка, разве можно не обратить внимание на то, кто сделал вот эту халтуру? Иначе, если, соответственно, не вопрос к Бастрыкину Александру Ивановичу, то это вопрос куда? Как мы дальше двинемся без того, чтобы назвать картину, где мы есть? Ведь вот же в чем вопрос. Провал, поражение, ошибка, заблуждение, дебилизм, простите. Какой термин еще нужно, чтобы понять глубину катастрофы? Кризис, самый мягкий, да, слово. Ну вот что еще нужно, чтобы... Невозможно двинуться вперед к победе, не осознав, что ты немножко, мягко говоря, проиграл, и назвать причиной этого поражения. Ты заблуждался? Или у тебя не хватило механизмов, инструментов, денег, людей, квалификации, компетенции? Ну, это же вот надо назвать, сказать. Тогда можно двигаться вперед, понимая, что эти инструменты не сработали, значит, они ошибочны. Значит, надо двигаться к другим инструментам. Вот ответ. Пол ответа. Второй ответ даст технический аудит, если его все-таки взять и провести. И только потом говорить о миллиардах и триллионах, которые надо инвестировать. Конечно. И тогда мы увидим резервы, которые есть, которые существуют и которые там, значит, вот, безусловно, могут быть. И я хочу предварить вопрос слушателей, который сейчас неизбежно появится внизу. А вы такие умные сидите, а где ваши ответы на эти вопросы? Ну, уже хватит 2-3 лет передач, которые показывают, что плохо. Надо делать, что да, говорить, что делать дальше. И вот на этот вопрос, Борис Ильич, у меня есть ответ. Я сегодня пришел с одной книжкой, я ее уже вам показывал, это книжка «Природная энергия». Для работы и жизни здесь 150 примеров, практических примеров реализации гибридных систем в разных регионах страны. Мы об этом уже говорили, да? С деньгами, с окупаемостью, с ситуацией, со схемными решениями. В прошлом году другая книжка «Энергопереход», полностью разобранная со всеми компонентными примерами. Да? До этого справочники по энергосбережению, энергоэффективности наилучших доступных технологий. До этого книга по водороду, водород в энергосистеме. До этого книги, связанные с наилучшими доступными технологиями реализации в Москве. Вот у нас 10 лет юбилея, 10 книг. И это не простые учебники для чего-то, это мануалы, по которым можно двигаться дальше. Просто до этого, может быть, они были кому-то не нужны. Но вопрос в том, что если у вас есть ответы на вопросы, у нас есть ответы, но не на все вопросы, потому что не все вопросы еще заданы, не все вопросы еще прозвучали, они будут неизбежно заданы остальные и очень неприятные вопросы, как это все произошло, потому что у этого вопроса есть много подвопросов. Кто виноват, каким образом, кто допустил, кто разрешил, чья подпись стоит. Но без этого не двинуться дальше. Есть еще характерный вопрос о выгодополучателе, конечно. К выгодополучателям, по-моему, ни бизнес России, ни население России не относится. Кто-то другой. Кто-то другой что-то на этом заработал. Но мы, в принципе, по уголовным делам видим, люди сидят, думают о чем-то. Если говорить о подвижках, впервые министр энергетики констатировал тот факт, что все возможности, которые были заложены некогда планом ГЛРО, потом созданной единой энергетической системой Советского Союза, они просто закончились. Вот физически выбрано все, что можно было выбрать. И теперь какой-то новый этап. Помощники министра энергетики заговорили о том, что нужно искать новые механизмы финансирования.
что, я так понимаю, на русский язык переводится как «денег нет, а инфраструктура пленных не берет, и мы не знаем, что дальше делать». Потому что если продолжать дальше вот на уровне тех стратегических документов, которые мы видим, вот совсем недавно была опубликована, предложена к обсуждению генеральная схема размещения новых объектов генерации на период до 1942 года. Следующим документом стала схема и программа развития на период до 2030 года. Они прекрасно хороши они особенно тем, что их можно не соблюдать. Это не план пятилетки, который был законом нарушать, который можно было только уголовно наказуемым образом. Это некие пожелания. Потому что на день сегодняшний планировать развитие энергетики, не зная о том, как собирается развиваться промышленность, на мой взгляд, немножко абсурдно. Я просто напоминаю, что в соответствии с действующими у нас сегодня законами, если появляется некий инвестор, который говорит, что вот здесь я построю крупный завод, которому требуется 500 мегаватт мощности. Все вокруг берут под козырек, Россети тянут новые линии электропередач, строят подстанцию, кто-то где-то задумывается о том, что неплохо бы еще электростанцию под это построить. Процесс не быстрый, электроэнергетика вообще такой медленный, консервативный вид экономики. А через 3 года тот же инвестор приходит и говорит: вы знаете, тут ставка рефинансирования, тут то все, денег пока нет. Я не скажу, что я вообще ничего не сделаю, 500 мегаватт не надо, у меня будет пирожковая, а мне 50 киловатт пока хватит. И он за это не отвечает. Он за это не отвечает. Деньгами, прежде всего, отвечают все те, кто умудрился уже успеть вложиться во все это, тот, кто построил новые планы, новые сети. А дальше вот та самая солидарная энергетика, если Россети пострадали финансово, они переложат это бремя на всех вполне исправных потребителей, которые вообще обо всех этих героических планах ничего не знали. Они видят у себя только растущий тариф. В результате то, что было, казалось естественным в советское время, несмотря на то, что мы были и остаемся самой холодной страной планеты, у нас была самая дешевая энергетика. Это действительно правда. Вот эти 3 копейки за киловатт-час, они сохранялись годами, потому что была продуманная система централизованного теплоснабжения, и система планирования немножко иначе выглядела. Мы сейчас вот то, что казалось естественным преимуществом, просто проели. Мы сейчас видим, что каждые 2 года у нас увеличиваются тарифы и на саму электроэнергию, на ее транспортировку. И сейчас наше Министерство экономического развития, правильно же я сказал? Наше. Да, Министерство какого-то экономического развития, да. Оно сообщает, что рост тарифов будет продолжаться, что говорит о том, что в этом министерстве о каком-то изменении системы думать не хочется. Думать хочется о повышении тарифа. Без углеродности? Да, обязательно. О зелености, о водороде, не знаю, о чем еще. Много-много красивых слов сказано. Еще раз хочу, Борис Ильич, отметить, да, что вот, многие смотрящие нас люди спрашивают, что делать. И нас смотрят и специалисты, и чиновники, и, вузовские специалисты, и молодежь, и разные люди. По крайней мере, шаг, который вполне можно начать. Я обращаюсь к вузовским специалистам, своим коллегам, что давайте все, что связано с энергетикой, и рядом давайте дипломникам своим, где реальные проекты. Схемы теплоснабжения Воронежа, Перми, Екатеринбурга, маленьких городов, да, Дальнего Востока, схема водоснабжения. Пусть разбираются, пусть лезут, находят документы. Информации мало, схемы халтурные. Ошибок куча, но мы будем так, по крайней мере, их к этому готовить. Причем можно брать же технического специалиста, можно брать экономиста, можно брать, прости господи, юриста, в том числе там масса проблем юридического характера, стыковочных. Ничего не сбалансировано. Можно брать айтишника, который будет смотреть, как приборы учета, как они интегрированы, какой мониторинг за этим нужно. И там вот, все, получается комплексный диплом, который не стыдно отнести мэру, показать. Уважаемые специалисты мэрии, администрации областных, у вас есть 4 помощника, которые вполне себе могут вырасти, в полноценный центр для вас. Потому что я понимаю, насколько загружены специалисты областных администраций и городских муниципалитетов. Хорошо, что у них хватило силы разработать мастер-планы городов.
Ну, мастер-планы городов хватило сил разработать по странной 400-страничной методике веба, в которой про энергетику 6 слов, 1,5 страницы, и там тоже... Но будет ведь красиво, да? Будет красиво, да. Будет красиво. И это отдельный разговор. Но у вас есть региональный центр энергосбережения, да, который не только про сказки с энергосервисом, а который вполне себе может нацелиться вот на такого рода интеграцию. У вас есть филиал, прости господи, Российского энергетического агентства. И там тоже, может быть, какие-то люди есть, которые способны о чем-то размышлять. О водороде. Ну, вот. И у вас есть вузовские кафедры профиля. Вот давайте соберем эти 3 и нацелим, дадим госзадание, которое не обязательно может быть в деньгах, оно может быть в специалистах, оно может быть еще в чем-то. И вот они начнут интегрировать хотя бы 5 документов первичных. СИПР, схемы программы развития электроэнергетики области, да? Схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения, схемы газоснабжения, ну и схему отходов. И вот эти 5 схем вместе, это уже будет колоссальная работа. Я понимаю, что дойти с 3-го этажа до 5 разных департаментов – это большая проблема. Или там департамент по тарифам сидит там, а этот сидит там, да? Это гигантская проблема. Но вот уже эта интеграция – это шаг. И люди, которые будут к этому подтягиваться и сводить, эти первые балансы появятся. И, может быть, они еще посмотрят на мастер-план дополнительно, на стратегию социально-экономического развития региона, который тоже есть, на план климатической, прости господи, адаптации, который все регионы должны были сделать в позапрошлом году. Они есть? Можно я расскажу про план климатической адаптации Московской области? 18 страничек, из которых 4 преамбула, 4 табличка и 4, так сказать, эти стенания около иконы с климатом, да? И все, пусто. А зима и снег в городах, которые вот невозможно было пройти, а Подольск, Химки, Электросталь и Балашиха, это же у нас не климат совершенно, да, который вот в январе внезапно наступил, совершенно не климат. А может быть, нацелить это на реалии, которые есть. И вот оно уже получится, что это уже есть. А вполне себе понятно, что студенты хотят практики реальные, вот они задачи, под которых можно нацелить, с которыми можно уже сдвинуться, синтегрироваться. Вот первый механизм вполне, да. Мы готовы подкрепить это методически всем тем, что у нас есть. У нас 10 книг, 10 работ, 10 мануалов. Пожалуйста, они будут бесплатно распространены, готовы собираться, интегрироваться, приезжать, обмениваться мнениями, проводить кустовые совещания. Несколько регионов могут совещаться в этой связи. А второй вопрос. К ассоциациям социально-экономического взаимодействия, которых у нас 8 округов федеральных, у нас 8 или 6. Ну, мне простительно, я не работаю в этих ассоциациях. Был же уникальный человек во главе ассоциации Чернозем экономического взаимодействия, да, Григорий Федорович Федоров. Если он смотрит, низкий поклон за его работу. Вот он понимал, насколько важно даже для Черноземья энергетика, экология, все вместе. Уважаемые ассоциации, может быть, давайте отвлечемся от туризма, очень важно. От инвестиций, ну просто безумно важно, просто они идут не туда, да, от экологии, ну как бы для бирюлек, от безуглеродности, и нацелимся вот на эту интеграцию внутреннюю, Сибирь, Дальний Восток, Северо-Запад, у которого свои определенные проблемы. В ассоциации, собравшись межрегиональным субъектом взаимодействия, очень легко увидеть этот механизм. То же самое у нас, кстати, на нашем круглом столе в гостином дворе состоялся очень интересный, заинтересованный разговор про природную зеленую энергию для развития. Очень интересно, потому что выступил руководитель угольного департамента и рассказал, как уголь зеленеет на глазах. Вот просто не по цвету, а институционально. Все были поражены просто, да, и потом друг другу, рассказывали еще о разных других компонентах. Союз российских городов у нас выступал, руководитель рассказывал тоже об этом. Союз российских городов это тоже механизм, который может здесь запустить это взаимодействие. И если регионы будут делиться между собой, у кого получилось, а мест, у которых получилось немало, их десятки, Мытищи и Купавна, и Дубна по теплу Московской области, да, соответственно. В общем-то, Казань навела порядок с более-менее с теплоснабжением, хотя там тоже, с водой были там проблемы еще какие-то, да. Соответственно, есть примеры и города, которые можно употреблять. Как была сделана схема, как делалась модернизация, как готовились кадры для этого, и как все двигалось, в каком сотрудничестве работала энергокомпания, 100 раз частная, и муниципалитет, и руководство области. Такие примеры есть, однозначно есть. Если друг другом обменяться, то, глядишь, и мы увидим свет в конце тоннеля.
Ну, я пару слов тоже скажу про удивительные документы. Топливно-энергетический баланс Якутии, небольшая республика в составе России, 22 страницы. Все поместилось, вот все 3 миллиона квадратных километров там. У нас много каких-то посылов, реализацию которых никто не проверяет. Вот сейчас Министерство энергетики работает над стратегией до 2050 года. А итоги стратегии до 2030 года вот кто-нибудь... Ну, они как-то так вот, они видны хорошо, остались они там, вот, там, где-то там. Где-то там. Но какие-то подвижки, вот я опять себя чувствую молодым, вот как в годы Леонида Ильича, кто рядом с кем стоял на мавзолее, громко или тихо зачитывался доклад. Вот у нас впервые министр энергетики заговорил о том, что запас закончился. У нас в Министерстве энергетики вполне ответственные люди говорят о недофинансировании отрасли в течение 30 лет. Не в течение 2024 года летом, а за предыдущие 30 лет. Вот из таких дополнительных подвижек я просто с удовольствием услышал слова Савельева о том, что энергетика Сибири углем прирастать будет. Последние 2 года у нас говорили о тотальной газификации. Но если ногами на твердую землю встать, мы обнаруживаем, что у нас самое восточное подземное хранилище газа в Ханты-Мансийском округе, а восточнее ничего нет. Природа не расщедрилась, а месторождение мы разрабатываем только сейчас. С 2007 года «Газпром» в поисках хоть каких-то структур, где можно организовать подземное хранилище газа. Но не получается. Это проблема не только российская, точно такая же проблема в Китае. То есть вот весь северо-восток Евразии не богат вот такими песчаниками. Вот проблема. Но если нельзя организовать ПХГ, то газификация сплошная, вот как в европейской части России, она не пойдет. Можно там окружить город кольцом газовых труб, но с учетом изменения температуры, которые у нас за ночь могут проходить, лечь спать при 0 градусов, проснуться в минус 20, не получится. Без угля ничего не сдвинется. На минувшей неделе вот произошло вообще невероятное событие, межведомственное такое вот первое совещание Министерства транспорта, РЖД, Министерство энергетики задумались о том, зачем на Дальний Восток, на угольные электростанции возить уголь с Кузбасса, а не использовать местный. Но для этого надо было, чтобы со времен реформ имени товарища господина Чубайса миновало 15 лет. Вот через 15 лет задумались, что происходит. Почему ГРЭС в Нерюнгри работает на угле, который привезли из Кузбасса. Для чего это сделано? Оказывается, тот перегруз, который мы видим, такую пробку на восточном полигоне, мы, собственно говоря, сами и создали. Не в связи с тем, что у нас огромные объемы экспорта и импорта, мы внутри России с угла на угол, ну давайте еще уголь из Нерюнгри отвезем в Новосибирскую область, и все пределы, и грузообороты есть, и вообще все хорошо. Вот впервые какие-то такие подвижечки небольшие пошли, но это с одной стороны. С другой стороны, когда говорят об обсуждении стратегии, энергостратегии 2050, и говорят, что это обсуждение идет, я у кого не спрошу, а кто с кем обсуждает? Мне что-то никто ни разу не ответил. Вы не в курсе? Нет, Борис, я не в курсе, и опять-таки я хочу вернуться к тому, что нас смотрит вся страна, и, соответственно, Сибирь, и Дальний Восток, и Сахалин, и, значит, Черноземье, значит, соответственно, Северо-Запад, Мурманск и так далее. И там вопросов-то, в общем-то, к энергостратегии пока поменьше. Там вопросы, как быть вот в конкретных регионах, да. И, с другой конкретно стороны, конкретно наступающем, да, отопительном периоде. Тогда вопрос, ну вот, надо признать, да, что там с реформой провалилась. А может, реформа не провалилась, а может быть, задумка была другая. Говорили одно, а задумка была такая простая, что сделать систему обузой, тормозом и генератором риска. Тогда все хорошо, все реализовано, блестяще, можно давать. То есть энергетика из драйвера, да, из инфраструктуры развития стала такой, значит, сетью, паутиной, которая тормозит развитие. Ну, по деньгам, по присоединению, по условиям, по взаимодействию, по всему остальному, да, по тарифным сеткам и так далее. Поэтому здесь все понятно. Тогда нам нужна энергетика развития. Все, нам нужна энергетика развития, и под это другая философия, другое мышление.
не с ублюдочными размышлениями в стиле экономикса, да, что ой, вот эта экономия нам она не окупится в пределах там 7-8 лет, мы денег не дадим, а с размышлениями в рамках элементарных мультипликативных и системных эффектов. Если электроэнергия была в Батагае и в Батамае, значит, соответствующие, значит, 28-45 рублей за киловатт-час на дизелях, а теперь там стоит солнечно-комплексные системы, которые это реализуют примерно по 8 рублей, то 36 делить на 8, это и вот и есть этот эффект развития, это и есть энергетика нового типа, которая, соответственно, реализуется. И ответы частично у нас есть. У нас нет ответов на все вопросы, их не может быть, потому что миллиарды денег консультационных за это время ушли 4, значит, даже не хочу называть, организациям, которые у нас считаются самые-самые продвинутые, самые многознающие, да, со всякими этими самыми. Так они же не ушли, кстати, они перекрасились и по-прежнему присосались, значит, к нашим энергетическим компаниям. Я даже не хочу спрашивать энергетические компании, сколько денег вы в прошедшие там 2 года отдали им, а не российским исследователям из хотя бы структур Академии наук, структур высшей школы и структур, которые способны, НИПИ, Энергопром и его остатки. Вот попытаться срочно создать такого рода центры компетенции, хотя я понимаю, какой зубовный скрежет вызывает слово компетенция, да, у бизнеса, который привык на этих дырах сидеть, получать и двигаться дальше. Но иначе нельзя. Иначе будет Подольск 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, и бесконечно. И мы эту зиму ждем с тревогой, с такой же тревогой, которую ждете вы. Потому что мы видим по тем проектам, по тем схемам, видим, насколько это все, ну, как бы плоховато еще держится. И нужно приложить колоссальные усилия для того, чтобы увидеть эти дыры, увидеть слабые места, увидеть критические звенья и быстренько их оперативно нейтрализовать, зашлифовать. И идти на стратегическое мышление и на развитие. Времени крайне мало. Ну и еще одно соображение. Я отдаю себе отчет в том, что нас сейчас всех вместе взятых в России больше всего интересует то, что происходит в Северном Черноземье, а теперь еще и в Курской области, что все внимание туда. Но тот человек, который придумал лозунг «Фронт и тыл едины», он гением был. Если у нас в тылу будет бардак, закончится тем, что в отопительный сезон предприятия, в том числе и оборонного комплекса, будут терять рабочие дни, потому что где-то прорвало трубу. А вот здесь взорвался котел, поэтому у нас, простите, в сухую холодно. И мне кажется, что если мы не будем об этом задумываться постоянно, если не будем шевелить наши многоуважаемые власти на муниципальном уровне, на уровне субъектов, на уровне наших федеральных министерств и ведомств, мы с места не строимся. Мы так и будем наблюдать весной каждого года джентльменов на высоких трибунах, которые говорят, сезон прошел нормально, аварийность выросла на 9%, зато на 14% снизился норматив времени устранения этих аварий, вообще все хорошо, а потом мы в систему ЖКХ 100-500 триллионов и сразу будет еще лучше. Вот этого не должно быть. Эти люди должны понимать, что они находятся в зоне нашего внимания. Мы можем говорить о том, что нам необходимо обеспечивать все происходящее в наших вооруженных силах, но обеспечить все, что им необходимо, если у нас в домах холодно, если, приходя с работы, мы вынуждены выходить во двор, греться у костра, ну, точно с места не сдвинемся. Вот такое соображение. И мне кажется, что есть, наверное, Евгений Геннадьевич, смысл еще разок встретиться, поговорить вот о том, что есть какие-то положительные моменты, но по-прежнему мое такое впечатление, что то, что мы впервые услышали, что наше Федеральное министерство энергетики заговорило о том, что резервы исчерпаны, о том, что было недофинансирование, о том, что нужно искать новые источники финансирования, вот этого раньше не было. По крайней мере, признали то место, где мы находимся. Ну да, мы с вами, спасибо, мы с вами говорим, что это хороший знак, но этого мало. Этого мало, сейчас уже этого мало, надо двигаться вперед и срочно создавать коллективы, которые бы думали о будущем и собирали мысли, собирали предложения, собирали все инициативы из мест. Поэтому спасибо тем, кто пишет нам в ответ, спасибо за те мысли, которые, значит, мы получаем, потому что они питают нам наше взаимодействие, ради этого и стоит двигаться дальше.
Спасибо. И мы по-прежнему открыты к обсуждению. Надеемся, что, может быть, мы вырастем до уровня хоть какой-то дискуссионной площадки. У всех есть какие-то соображения, замечания. А в следующий раз я бы предложил, вот глядя на эту книжку, вспомнить один эпизод из большого интервью министра энергетики агентству ТАСС. Когда его спросили, как вы собираетесь расшивать узкие места, прозвучала вот фраза, которую стоит, наверное, попытаться расшифровать. В том числе и за счет быстро возводимых объектов генерации. Расшифровка, что это за понятие, не последовала. Уважаемый журналист ТАСС уточняющего вопроса не задал. Ну, наверное, это как раз повод попробовать самим понять, что имелось в виду. Что такое быстро возводимый объект генерации, как он может помочь не только на Дальнем Востоке, где, на всякий случай, самый такой красочный показатель, объективный совершенно. Если в среднем по году мы экспортировали в Китай порядка 3,2 миллиардов киловатт-часов, то в этом году ожидается 400 миллионов, в 8 раз меньше. Говорить о том, что нарастает энергодефицит на Дальнем Востоке, уже не просто можно, мы его уже видим, ощущаем. Причем это те регионы, которые прилегают к реке Амуру. А если брать севернее, я боюсь, что там будет еще интереснее. Так что мне кажется, что тем для наших с вами встреч, Евгений Геннадьевич, более чем достаточно. Надеюсь, что вы найдете свободное время и надеюсь, конечно, на то, что мы в комментариях к этому ролику увидим ваши замечания, пожелания, критику, может быть, какие-то предложения. Всем спасибо за внимание. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.